Всем привет, меня зовут Дмитрий Бровкин, и это видео о бизнесе на Бали. Я сейчас нахожусь в Убуде, в самом центре сказочного острова Бали. И когда я сюда приехал, то выяснилось, что кроме огромного количества иностранных туристов, здесь просто невероятное количество русских туристов. Многие из них приезжают сюда на зимовку, многие из них просто работают как фрилансеры, но есть и те, которые остаются на несколько лет и занимаются собственным бизнесом. Сегодняшняя история об одном из таких людей. Его зовут Валентин, он приехал сюда 2 года назад из Петербурга, и уже целый год в самом центре Убуда у него работает свой собственный магазин. В этом интервью постараемся узнать у него, как это было приехать в новую для себя страну, не зная языка, не зная местных обычаев, не зная никого, и открыть свой собственный бизнес, который уже успешно работает целый год, избежав при этом депортации, штрафа за нелегальное ведение бизнеса, как он общался с местной мафией, есть ли она, как он вообще все вопросы решил, там, не зная языка. Я надеюсь, что это будет не только полезно тем, кто хочет приехать сюда на Бали и делать бизнес, но и просто увлекательно и любопытно для всех, кто собирается открыть свой бизнес. Надеюсь, я вас заинтриговал. Поехали знакомиться с Валентином и смотреть его магазин. Ну что, вот мы и на месте. Тот самый Убудак. Валентин, привет. Доброе утро. Ну что, то самое твое творение. То самое, да, великий храм. Величие Убудак. Слушай, сколько сейчас уже существует магазин? 11 месяцев. 11 месяцев, да, круто. Ну и какой по счету это твой бизнес? Первый. Первый бизнес у человека. Первый бизнес — это реально человек, который смог, приехал в новую страну для себя, тропический остров, и сделал здесь крутой бизнес, крутой магазин. Мне уже не терпится посмотреть внутри. Покажешь? Айда. Пойдем. Слушайте, ребята, ну это прям реально вау. То есть здесь очень много пространства, здесь очень много товаров, заходишь просто как в музей. Вот, причем хочется посмотреть туда, там какие-то картины, здесь какая-то одежда, здесь еще что-то, то есть много всего. Хочется также посмотреть туда, там вот сейчас стоит Валентин. Валентин, к тебе сразу первый вопрос. То есть вот сейчас я смотрю, тебе дизайн сделан в таких коричневых тонах, такое, знаешь, ощущение, как будто мы попали в такое вот место, где пахнет корицей, может быть, кофе. То есть это вот место, которое ты снял именно в таком виде, оно так сначала и было? Нет, конечно, нет. Это где-то 3-я, может быть, версия дизайна. Сняли мы 2 разных помещения совершенно в нулевом виде. Вот. Но потом делали, переделывали, и очень холистически получилось именно... 2? Ты имеешь в виду вот это и вот это? Да, вот это яйцо мы прокурили сами. Конечно, когда заходишь, то ощущение, что это просто какой-то портал в бесконечность. Это какое-то зеркало. Вот, а на самом деле здесь вот можно перейти в другой зал. Слушай, ну а в каком виде, то есть в каком виде ты это снял? 2 отдельных маленьких магазинчика, уже достаточно таких повидавших жизнь, то есть поросших плесенью и всяким таким. Ну, это обычная для Бали и, в частности, для Убуда история. То есть это были 2 таких маленьких помещения. Это было больше похоже на склад, а это... Ну, она выглядела аутентично, но очень заброшено. Мы наконец-то снова среди рисовых полей, вот, и хочется узнать у Валентина все-таки самую правду матку, можно сказать. Как делать бизнес на Бали? С чего ты начал? Как вообще, почему магазин? Ну, идеологически моя мысль такая, что начиная с какого-то момента хочется
делать что-то свое. И такие возможности так или иначе появляются. В эту возможность чаще всего ты сидишь и думаешь, нет, что-то здесь не то, что-то не складывается. Вот. И на Бали в какой-то момент я уже пришел к тому осознанию, что не бывает неправильных возможностей или там чего-то не того. И как только появилась достаточно дурацкая и спонтанная идея, типа, давай сделаем магазин, мы его как бы решили сделать. Вот. Особо не думая больше ни о чем. Круто. Да. То есть, еще раз, рецепт правильного бизнеса... Не сомневаться, тотальность. Мой рецепт — тотальность. Типа, не бывает ошибок. Мы все боимся ошибиться. А я думаю, что ошибок не бывает. Если ты тотален и честен, и херачишь в любую вообще область, ты в любом случае огребешь свое сокровище, каким бы оно ни было, там, денежным, материальным, духовным или каким-либо другим. Главное за этим сокровищем идти, всецело. Вот. Не сомневаясь. Я думаю, так. Ну хорошо, то есть ты такой, все, решил, магазин. Это была первая и сразу же идея, которую ты воплотил, или у тебя там, я не знаю, было 10, из которых ты выбирал? До этого по жизни было какое-то количество заходов, которые увидали и не доводились до конца, что меня очень депрессовало. И когда делал магазин, это уже двигало типа доделать, потому что не хотелось еще один проект, который я типа начал, и почему-то он затух. Вот это вот желание, я от него бежал, типа любой ценой, хотя бы открыть, хотя бы. Был ли какой-то страх, потому что все-таки менталитет, другие люди, как-то, все, культура другая, как ты будешь договариваться, то есть, здесь по-английски-то особо никто не говорит, как вот это вот все, то есть... степ-бай-степ, знаешь, начинаешь двигаться, и, дорога начинает сама вырисовываться. Начинаешь что-то там, магазин, помещение и так далее. Дальше все идет. Я не сразу ломанулся, все делаем. Я взял себе, неделю-две на рассуждение, потому что я понимал, что это дорога в никуда. Не я, не моя подруга, актриса, и вообще, не алло, в мире бизнеса, это другая страна, и все это звучит очень, по-дурацки и наивно. Вот. Я все равно, неделю-две проворачивался в голове, это, надо мне это или нет. Попутно чуть-чуть я узнавал где как все-таки, я узнал цену аренды. Мне хотелось понять, это как, дорого или недорого, какие вообще цены на аренду. Так потихонечку я так делал небольшой ресерч, но все равно я понимал, что уже дорога есть, нужно, осиливать, да. Окей, хорошо. Ты такой смелый, решительный, решил, что все будешь доводить до конца. С чего надо начинать? Потому что, опять же, с чего бы начал я, в новой стране? Первым делом я бы пошел бы, полез бы в интернет, начал бы читать форумы, с чего начинается бизнес, попытался бы как-то изучить законодательство. С чего начинал ты? Это когда ты из идеи, что нужно открыть магазин, начинаешь вентилировать этот вопрос, наверное, как-то так и двигаться. Но когда эта идея рождается достаточно спонтанно, из-за того, что, пья кофе, ты поворачиваешь голову и видишь, вывеску «Помещение сдается», и тут же подъезжает друг, который, они с чем-то похожим занимались здесь, на Бали, и тоже накидывает тебе информации. Вот так начинает заворачиваться этот маховик. У меня в голове все было очень сложно, или там есть вот это вот перфекционизм, или как много вопросов нужно решить. И я вижу, не нахожу ни в чьих глазах хоть какого-то, сострадания к этому моему мышлению, и понимаю, что надо забить, иначе, я на эти вопросы не получу никакого ответа. Хоть я изрою весь интернет и так далее, либо мне реально идти в юридические институции, и так далее, либо просто упрощаться. И упрощаться надо во всем, в материалах, в ремонте, в общении с больницами и так далее. Просто как будто бы ты чего-то тоже не знаешь, не понимаешь или не держишь это в уме. Так
гораздо проще и спокойнее выходить из многих ситуаций. То есть твой подход это все-таки ввязаться в бой? Ввязаться в бой, да, где чего-то не знаешь, включить наивняк, типа позволить себе этого не знать, включать типа наивного ребеночка. Я вот себе так это разрешил, типа, ой, я не знаю, как это будет решено, но оно как-то решалось. Но меня это психологически не сдавливало, знаешь, что какой-то вопрос, я не знаю, как решить и так далее. Мне вот это помогало. Вообще весь дизайн, как бы вся здесь штука, она появилась холистически, то есть сама собой. У меня было, как у дизайнера, у меня был большой претенциозный концепт, типа дизайнерский концепт, как я хочу, чтобы это было. И это была первая попытка, она полностью провалилась, пришлось все перекрашивать, переделывать. Вторая попытка увенчалась таким же успехом. И третья попытка была, когда я стал подчиняться потоку того, что происходит. Ну, типа, цвет откуда-то пришел, один элемент, другой элемент. Я перестал удерживать той концепции, которую я хочу. И тогда начало все складываться. Вот, и типа, все, что здесь сложилось, оно сложилось само собой, без какой-то моей конгениальной мысли над этим всем и так далее. Вот, поэтому картина, знакомая моего партнера, принесла, очень известный художник, принесла свои картины, просто поставила здесь. Иногда ее знакомые люди, которые ее знают, заходят сюда, типа, а-ля в галерею. Иногда эти картины меняются на каких-нибудь других художников. План был, что экспозиция вообще меняется каждые 2-3 недели, но он пока не реализован. Слушай, ну ты имеешь в виду, что эти картины тоже продаются, они часть... Да, продается практически все. Ты сразу заряжался на долгий срок, значит, у тебя должно было быть решение с визами. Поначалу виза по приезду, я так и действовал, каждые 2 месяца выезжал, пока не было никакого бизнеса. Потом все равно у меня была туристическая виза. И когда уже функционирование какое-то началось, социальная виза. Она дает возможность пребывания 6 месяцев. Где можно делать просто самостоятельно или через агентство. Слушай, ну, наверное, самое важное, это все-таки легальность. Насколько мне известно, в Индонезии существует закон и даже персональный штраф, как мне сказали, $65 тысяч за незаконное ведение бизнеса или незаконную работу. То есть очень как-то страшно как-то вообще начинать. То есть как же это? Сначала надо легализоваться. Здесь не так много форм ведения бизнеса. Одна, если ты прям хочешь реально быть владельцем, нужно достаточно большой уставной капитал иметь. Вот. А в целом стандартная модель это то, что бизнес не твой. Он как бы болится, вот, а ты уже как-то управляешь, там по-своему что-то делаешь. Получается, ты такой темный кардинал, который управляет из невидимого какого-то там забора. Да? Вот, на самом деле ты ведешь этот бизнес, да, но визуально для закона тебя там нет. Да. Прекрасно. У меня решился вопрос достаточно позитивно. Я нашел партнера. Слушай, ну это наверняка должна быть какая-то очередная волшебная история, когда ты сидел в кафе, тут же подъехал друг, тут же нарисовался болиец, который сказал: ребята, вы выглядите как чуваки, которые хотят замутить бизнес, я готов вам помочь, или как это было? Один из наших друзей, вот, который уже делал как бы на протяжении многих лет бизнес полиции местной. Порекомендовал его. Этот дядя оказался очень масштабный, скажем так. Ну, что не может не быть уже сама ситуация достаточно магичной. Действительно, появляется некий очень крутой дядька, который говорит, что поддержит магазин, у которого есть все бумаги, разрешающие на такое ведение бизнеса, который, тебя поддерживает, по сути, просто вот как бы. И любому бизнесу, да, хотелось бы как-то выйти на чистую, да, но этот выход, он требует финансовых вложений. Развитие магазина более приоритетно, чем какая-то легализация, тем более, что все работает и так. Как минимум, да, на локальном уровне есть другие инстанции, с которыми нужно изначально договориться, это банжары, более первоочередно, чем инстанция вот эта вот на уровне страны. Очень интересно узнать, что за товары здесь. Вот мы сейчас стоим у стенда с какими-то аромамаслами, я так понимаю, с какими-то блендами. Я в этом не очень разбираюсь, но очень хочу, чтобы ты рассказал, что это. Здесь парфюмерные всякие штуки, запахи потрясающего качества и очень оригинальные комбинации. Посетители очень любят эти штуки, потому что классная цена,
классное качество. Люди, которые разбираются, действительно могут оценить и оригинальность запаха, и насколько здесь есть какие-то примеси, нету и так далее. То есть это про запахи на основе индонезийских, в частности, балийских масел. Ювелирка. Мои любимые это кольца с лабрадоритом. Вот. Здесь производится серебро, каждая штука не фабричная. Слушай, ну здесь вот я смотрю, мне даже и примерить нечего. Все это девчонок, как так получилось? Это женский, в общем, отдел, правильно я понимаю? Ты был бы прав, если бы сказал это вчера. Сегодня уже все поменялось. Мужская штука вполне. Это тоже мужской одежды меньше, но теперь она интегрирована сюда. Мы все время что-то меняем. Здесь у нас тоже ювелирка, тоже серебро, тоже сделано на Бали. Но египетская тема, связанная с Нилом, с фараонами и так далее. Подвески, кольца. Лучше посмотреть, как это выглядит вблизи. Китайский чай уже популярен, очень популярен в России, не так популярен за рубежом. На самом деле не так, опять же, много мест, где можно найти качественный китайский чай. Чаще всего это что-то такое. Вот. А у нас представлен широкий выбор очень качественный чай. У нас всякая рандом ювелирка и бижутерия. Есть очень необычные, тоже уникальные штуки, как, например, вот эти подвески. Это стекло, специальное стекло, золото и серебро, нагревание и время. И, всякие вот такие вот узоры появляются. Вот сейчас, на самом деле, самое интересное, наверное, то есть... Вот сейчас прозвучало слово банжары, да, оно мне, по крайней мере, до сих пор не совсем понятно. Есть ли какая-нибудь там крыша, мафия, вот эти банжары, кто это такие? Это бандиты какие-то? Что это такое вообще? Как ты, с чем ты, какая-нибудь жесть, с которой ты сталкивался, была? Прям жести никакой особо не было. Один раз у меня разбили горшок с деревом перед магазином, и собаки перерезают мои ленточки, которые антипарковочные. Вот это жесть. Вообще с парковкой вопрос рядом с магазином, вот это жесть, да. Первый продавец вообще взял и не вышел на работу внезапно, а потом объяснив это тем, что я даже не могу ему обеспечить парковочное место. А я даже не знал, что это нужно делать, там, и что это какой-то большой вопрос, потому что они там между собой все, в общем, ругаются по поводу парковки. Вот. Банжары. Очень просто. Вот, допустим, есть полицейские участки, да, каждый отвечает за какую-то свою область, они разбросаны, все они группируются, есть какая-то иерархия. Банжар — это такой орган местного самоуправления, который, по сути, более первоочередный, чем полиция. Полиция — это как бы от страны, а вот банжары — это то, что реальная власть. Вот, реальные люди, которые решают вопросы, обеспечивают безопасность, решают все локальные вопросы. То есть это что такое? Жители деревни? Да, или это оно формируется из жителей, из деревни. Здесь есть касты, из того уклада, который всегда был здесь, и который так и остается. Сюда привнесена вот эта государственные инстанции, но они в большей степени выражены пока очень номинально здесь и часто коррумпированные, я бы сказал. То есть это такая штука, которая должна существовать, которая может съесть денег, но действительно, вот с кем ты реально общаешься по поводу можно это, нельзя, хорошо, нехорошо, это банжары. То есть, по сути говоря, ты договариваешься с местными, а не с государственной властью. Это в первую очередь надо сделать, да. Так, и, соответственно, мафия, это они же или мафии как таковой нету? Ты договорился с банжарами, и тебе там все хорошо. И как вообще с ними договариваться? Где они вообще? Они сами, во-первых, к тебе придут, если надо. Мой магазин, он находится под юрисдикцией главы этого района, то есть это его здание. И у меня сразу, получается, там как-то контакт был налажен с главным, потому что это их помещение, они там все знают, и мне особо там ходить, искать кого-то не надо было, все уже учтено.
Вот. И в какой-то момент, когда, например, тебе надо начинать платить мзду бомжарам небольшую, они сами приходят, говорят, все, пора. Выдают тебе наклейку, что ты под защитой бомжаров. Все, Офигенно. классно. Это типа как у нас там вневедомственная охрана. Да, именно так. Именно такая наклейка, типа, этот магазин под вот вневедомственной охраной бомжара. Слушай, ну они как-то приезжают какой-то группой там и начинают с тебя трясти денежку, или это все как-то там мирно происходит? Как это вообще происходит? Не, ну бомжары это не рэкет и не мафия. Есть здесь какие-то мафиозные структуры, которые занимаются черными делами, всякими убийствами, наверное, наркотиками и так далее. Но это не они. Это не они. Нет. Про эти структуры я как-то слышал, там что-то вот истории, всякие байки, сам лично не сталкивался. А бомжары это, ну, реально местный орган самоуправления. Вот. И они контролируют то, что у них происходит в деревне. И, естественно, там какую-то мзду с бизнесов на своем районе они собирают. Но это, я думаю, что окей. И в итоге название магазина Убудак. Что-то про утку. Валентин, почему утка? Ну, эта история связана с поиском названия. Когда ты даже что-то делаешь, тебе нужно как-то это назвать. И мне хотелось сделать это с привязкой к Убуду. Вот. И изначально было название Убудуб. Убудуб связано с дубом и как бы тоже с деревьями и вся фигня. Но я понял, что иностранцы слишком сильно связывают это с дабщиком, с музыкой. Вот. И продолжил поиски. Убуд — это город уток. Действительно, типа, тут дофига уток, почему-то сравнительно со всем остальным островом. Не знаю, насколько это правда, но уток здесь много. И тогда, как бы, Убуд соединился с уткой, Убудак законченным стал, и родился образ убудской утки. Именно этот образ начал притягивать всю историю. Когда мы все это придумали, всегда были кто-то рядом, кто-то захотел рисовать картины, кто-то писать стихи, истории, комиксы. Короче, всех поперло именно когда появился Убудак. Именно образ утки, трехглазой утки, комичная просветленная утка, начала рождать потоки творчества, и, собственно, на этом мы и остановились. Вот я услышал от тебя, что уже такой, знаешь, как бы заход на то, как ты работаешь с индонезийцами, да, и что это не всегда просто. Ты взялся за ремонт помещения, которое должно было стать магазином. Были ли там индонезийцы, и сложно ли с ними там вообще что-то делать? Как работается вообще? 3 раза я переделывал ремонт в этих маленьких 2 помещениях. Мне повезло, 2 бригады всего я сменил. Сначала я классическим каким-то путем мне нашел бригаду небольшую, поставил над ними прораба. Но это длилось супер долго, и это было ужасно. Денег-то они на самом деле не то что мало хотят. При том, что они половину времени спят, да. Можно сказать, что достаточно высокооплачиваемые работники. Я вот не знал, что мне искать какую-то другую бригаду, где мне ее искать, сколько это будет стоить. Или, может быть, они все так работают. Там ремонт, который они сделали, пошел опять плесенью, потому что влага. Везде очень влажно, потому что мы на Бали. И из-за этой влаги ты красишь стену, красиво все выкрашиваешь, через там 4 дня на этой вся стена в каких-то грибах. В какой-то момент, через месяц примерно трепыханий, я остановил процесс, пришлось уволить своих сотрудников, делавших ремонт, вот, и погрузиться в изучение матчасти. В медитацию, да, по поводу того, как мне решить этот вопрос. Потому что я не понимал. Влага идет и идет. Откуда она идет, что с ней делать? И далее я нашел женщину, у которой тоже была своя строительная бригада, и с которой я познакомился. Она мне предложила более дешевое и быстрое, что самое главное, решение этого гидроизоляционного вопроса. И вместе с ней мы ремонт заделали достаточно быстро, там, за 2 недели. И слава богу. Как-то так. Слушай, ну это просто... А сколько всего у тебя по времени заняло, скажем, вот это вот от момента, когда ты снял, и до момента, когда наконец здание было готово? Я открывался с июля по январь. Ремонт, наверное, был закончен, я думаю, в начале октября.
А с октября по январь что было? Депрессии, психологические метания, поиски себя. С чем связано это было? То есть, ремонт закончен, можно открываться. Что было не так? Я был не готов, я думаю, так. За это время был такой путь, где у меня отваливались партнеры, кончались деньги, происходило много разных событий, и помимо самого ремонта еще нужно было с товарами решить, с интерьером решить, как-то доделать этот интерьер, плюс как раз решить вопрос с легализацией. Только в январе все сошлось, скажем так, все вопросы. И до последнего я еще откладывал. У меня был такой момент, ценники напечатали как-то хреново. Нет, я не буду открывать магазин. Планку, чтобы открыться, нужно снизить планку, иначе мозг вскипает. Мне это тяжеловато давалось. Вот. То есть ты душил в себе внутреннего перфекциониста? А перфекционист, я думаю, что он бы делал постоянно, дисциплинированно, каждый день делал бы шаги по устранению любого дисгармонии, которую он считает, и двигался к цели. А когда этот перфекционист внутренний, он просто там что-то капризничает и фрустрирует, я думаю, что это не перфекционизм, а какой-то, еще не сформировавшийся мужчина. Что такое, наверное. Были недели, когда я не знал, что я могу сделать вообще. Что я могу сделать в магазине, я не понимал. Все заморожено, что-то денег нет, партнеры куда-то отвалились. Что делать, не знаю. Я понимал, это как в йоге, нужно удерживать. Я просто удерживал там внимание. Я приезжал в пустой магазин, сидел и окуривал там палочками. Это тупо, но я все равно, окей, мое внимание на магазине. Вот. И это, я понял, что это такая магия. Ты можешь космическую ракету, даже ни хера, вообще не зная, ни в зуб ногой, можешь сесть и за счет внутреннего какого-то желания материализовать здесь космическую ракету. Я не знаю, сколько это времени займет, но это реально. Вот. И эта уверенность во мне, она есть. Я надеюсь, что что я стал более, так или иначе, этот опыт полученный, интегрируется в мой, сложно сказать, следующий бизнес, легко и непринужденно пройдет, вряд ли. Трудности, говорят, это и есть путь. Вот. Ну что, я уже проникся утиным духом города Убуда. Я теперь фанат этого магазина, я буду все время ходить теперь с уточкой, если ты не против, Валентин. И сейчас, сидя с уточкой в обнимку, хотел бы тебе задать все-таки вопрос уже по бизнесу. То есть мы посмотрели дизайн, мы посмотрели твои товары, но очень хочется узнать, например, на кого сейчас рассчитан этот магазин, это все-таки иностранцы или русские, каковы твои клиенты и вообще как работает твой магазин? Это скорее туристы, и туристы так или иначе с чувством прекрасного, наверное, так, потому что цены на всякие брендовые вещи, они выше, чем на рынке, но и качество пропорционально выше. Вот. То есть это часто задаваемый вопрос моих клиентов, что если на рынке, например, за 200 тысяч можно взять платить, здесь за миллион. Зачем платить больше? Вот. Валентин, я маленькую ремарку сделал, то есть мы говорим сейчас в индонезийских рупиях, но если переводить на рубли, то 200 тысяч это сколько? 1000 рублей получается, да? Но и на рынке, надо сказать, что мы здесь походили на местном рынке, товары, такое ощущение, что то ли с Алиэкспресса, то ли что. То есть, честно говоря, выбрать нечего. Здесь хочется все реально купить. То есть, это прикольная выборка товаров, сделанных так или иначе с любовью и со страстью. Люди, которые хотят привезти с Убуда, с Бали, взять вещь с историей, это для них магазин. Чаще всего наши соотечественники рекомендуют его друг другу по сарафанному радио, кто-нибудь приходит сюда за подарком. Люди с улицы заходят и часто вдохновляют, что-нибудь хочется взять. А также бренды, которые представлены здесь, и клиенты, которые оказываются на Бали, направляют сюда своих клиентов, чтобы они могли уже потрогать, прощупать их
так сказать, в шоу-роде. Я, бывало, здесь сидел там неделями, наблюдал, какие люди заходят. Абсолютно разные. Вот. Ну, зависит от того, что излучает в данный момент магазин. Значит, отбились ли вложения у тебя? Потому что 11 месяцев плюс еще полгода подготовки, ну, обычно год закладывают, там даже больше иногда, на то, чтобы отбить. Как здесь с этим? Ну, скажем прямо и честно, я вообще не думал про это, когда открывал. Я не строил никакие бизнес-планы. Я пообщался с несколькими магазинами, они сказали, магазин это не рентабельно, типа. Вот, я такой, ну окей, ладно. Ну что уже теперь делать? Я все равно открываю магазин, что мне теперь с этой информацией делать? Нерентабельный, ладно. Отбились ли? Нет, конечно, не отбились. В материальном плане не отбились. Я когда открывал, думал, блин, сколько вот интересно такие тренинги, ну сколько вот, если бы я не решился бы открывать магазин, а я бы увидел, знаешь, рекламу, типа, мы тебя прокачаем, там, нехерово, там, вот такой вот квест, знаешь, со всеми этими, как в real life, сколько ты готов за такое обучение отдать? Я думаю, ну, типа, достаточно много, вот. Если, чтобы вот драматургию поддержать, и я буду честен, если я так скажу, я вложил все, что у меня было, и потом просто поддерживался на плаву различными приходами, связанными в основном только с магазином. Но это были как бы минималка. Ну, тут типа я закрывал вопросы. Вот. И что-то это магазин, что-то это возможность, которую дала магазин, потому что я познакомился с одним человеком, он мне предложил там вот этим заняться. Я эту работу выполнил, там какой-то финанс получил. Не, ну слушай, получается, ты вложился, и сейчас этот тебе магазин приносит в любом случае деньги, на которые ты живешь. То есть кто-то работает на работе, а у тебя свой бизнес. В принципе, оно, наверное, так и работает. Другое дело, что ну, скажем, это не так, что у тебя получается, что ты и живешь, и еще и смог вернуть, скажем, на банковский счет те изначальные вложения, которые ты сделал. Ну, были, когда вообще ничего не приходило, было я фриланснул на одном заказе, такой, и мне пришлось из этих денег доложить в зарплатный фонд магазина, потому что там не хватало. Вот, и как бы произошел обратный отток. Но вот просто я не могу не сказать, что я считаю, что я проходил после открытия магазина определенный там тренинг, связанный с деньгами, с отношениями со страхами, связанные с деньгами. Плюс я проходил это не один, а вместе с моей женой, и нам это давало на более глобальном уровне отношения мужчина, женщина, деньги. Рассматривать этот вопрос и как бы урегулировать его. Поэтому я немного отошел от бизнеса, но тем не менее это все у меня в одно связано, поэтому вот так. Если бы ты знал все препоны, которые тебе встретятся на пути, стоит ли вообще сюда соваться, делать бизнес, или это вот сложно, там куча каких-то там проблем? На этот вопрос бы лучше ответил человек, который стратегически планирует бизнес и реализовывает его. Я делаю противоположно. Не знаю, опять же, можно сказать холистически. То есть реальность сама подсовывает варианты, и здесь главное типа взять и идти в ту дорогу. И вопрос, что ты хочешь? Ты хочешь бизнес на Бали? Ну, если ты хочешь бизнес на Бали, собирай все, что у тебя есть, приезжай сюда и смотри, что будет происходить. Вот, такой вариант. Если ты хочешь просто открыть свое дело, ну, сформируй это желание, и возможность придет. Возможность это какая-то штука, идея, что-то. Но важно, что она придет в нужное время. Не надо форсировать, когда мысль из голодного идет. Как, мне надо что-то надо. Вот если ты эту штуку пытаешься закрыть, мне кажется, это дисгармонично. Если ты имеешь намерение и имеешь терпение, типа ты даешь возможность, что это придет как бы в твою жизнь, но ты не бежишь там за этим как-то рьяно, там, не хватаешься за что-то, что не твое, допустим, чтобы это реализовать. Тогда все будет круто.
Так что вопрос, что ты хочешь. Хочешь бизнес на Бали, езжай на Бали. Хочешь просто бизнес, захвати бизнес и смотри в оба. Появляется возможность, иди туда тотально только иди, не бойся ничего. И это, одно цепляет другое и так далее. В конечном счете мы вообще не знаем, куда эта дорога приведет. Я когда даже магазин открывал, я понимал, что я не знаю, чем это все закончится. Я не хочу быть владельцем магазина, но я хочу пройти этот путь. Вот, какая-то такая штука. Ну, а если бы сейчас ты уже зная весь этот путь, да, как он сложный был бы, ты бы сейчас еще раз бы стартанул? Конечно, было много боли, и мне не хочется идти в боль. Но с другой стороны, вот я сейчас сижу, уже все позади. Круто же было, круто. Да. Насыщенно. Вот если можно сказать, жизнь бьет ключом. Конкретно била. И я себя намного больше уважаю после этого. Я с много чего встретился. Многие мои эти мистические видения подтвердились. Понимал, что внутреннее связано со внешним. И вот этот процесс мой, открытие магазина. Я полгода ходил, открываю магазин. Что это за процесс? И я понимал, что если я доведу, мне важно открыть. То есть, если я открою это снаружи, наверное, что-то внутри тоже откроется. Все как-то синхронично. Но я не знал, что. Вот. И что вы думаете? Я открыл магазин, и примерно там плюс-минус один день, в этот день начало беременности моей жены. То есть совпадение, я не знаю, но штука произошла. Я открыл магазин, и я стал отцом. То есть, что мое ожидание, даже не ожидание, а предчувствие, что что-то очень важное в моей жизни произойдет, когда я открою магазин, оно подтвердилось. Поэтому, как-то так. А что там бизнес, это уже какая-то другая история. Я скорее из этих ощущений, знаешь, это чувствую. Мистика. Слушай, хорошо, получается так, ты мне сказал в нашей такой беседе приватной, что ты сейчас уже хочешь магазин этот выставить на продажу. Вот, давай тогда, потому что я чувствую, что это вообще просто часть тебя, это воплощение твоих или ваших с женой, просто вашей работы, ваших какой-то энергии душевной. То есть сейчас ты хочешь его выставить на продажу. Вот расскажи, почему, как, что и сколько стоит? Сколько стоит? Почему? Как я сказал, видите, в день открытия магазина я стал отцом. Да. И штука эта развернулась, и вот сейчас у нас родился ребенок, и я уже не могу, не получается внимание быть и там, и там. Эта штука, она очень сильно разделяется, мне хочется больше быть дома, у меня внимание все в дом, поддерживать офлайн вещь тяжелее. Плюс я думаю, что магазину вообще это небольшое будет отступление, но важно. Бизнесу и вообще занятию очень важна женская энергия, очень важна. Мы структурируем, строим. Моя задача была открыть магазин, но мне тяжело после открытия магазина, потому что там нужна забота, бережность, хозяйка нужна. Не нужен уже отец, что я прихожу, я что-то делаю, решаю организационные вопросы, но во мне нету духа хозяйки, во мне нету этого там, примарафетить, и этого не хватает. Идея магазина тоже, везде важна женщина. Сейчас я бы очень хотел это со своей женой развивать дело, но у нее уже внимание, она маленькая, ей не до магазина, я понимаю ее. Вот, и насколько бы мне не было тяжело с магазином расставаться, но тем не менее, да, это ребенок, который я надеюсь, что он может зажить своей жизнью. Вдруг попадется кто-то неравнодушный. Поскольку история была полна магичности, я очень надеюсь на и магический исход
Ну, в общем, ребята, если вы планируете ехать на Бали не просто балдеть под пальмами, значит, пить кокосы и нырять в морюшко, ну и любоваться на рисовые поля, вот, то я обязательно оставлю под видео в комментариях контакты Валентина. Вот, значит, если вы решите, что вы будущий успешный бизнесмен на Бали, то, значит, будете договариваться по поводу волшебного магазина Убудак, сокровищницы Убуда, лично с его автором. Ну хорошо, Валентин, тогда, наверное, последний вопрос. Какие твои дальнейшие планы? То есть я чувствую, что ты теперь семейный человек, серьезный, состоявшийся, с опытом бизнеса, открытия в новой стране. Какой следующий шаг? Ты поедешь, значит, завоевывать Канаду, Америку или будешь здесь что-то новое строить? Какие планы? Я чувствую конец разговора, хочу небольшую ремарку внести, об этом подумал. Не хотелось бы, чтобы, например, из этого интервью сложилось ощущение, что вот я типа оп, и я все это все сделал. Я оказался в той роли, которая на протяжении от начала до конца, вот типа я удерживаю этот магазин. Но его бы не было благодаря куче разных людей. Там Настя, с которой мы вообще типа это придумали, вдохновились и начали делать. Юля, которая потом мне в нужный момент помогла и стала мне партнером, поддержала меня. Моей жены, которая тоже в нужный момент интегрировалась в магазин. И вот без них вообще никуда. Поэтому круто, конечно, что я могу рассказать и поделиться своим опытом, но я вот просто в определенной роли, но без других людей и, опять же, женщин, да, не знаю, вряд ли бы что-то вышло. Вот, это важно учитывать и как-то уважать, ценить. И мне хочется это уважение, если вдруг они это увидят, да, типа, передать и поблагодарить. Без них бы вообще ничего. То есть ты, получается, как объединяющая сила, там, структурирующая, да, но без команды, получается, да, которая вложилась там душой и поддержала тебя, да, и какую-то часть. Но это не всегда была команда, да, это не было какое-то большое количество людей, которые вместе решали задачу. Просто началось все и вдохновило мы с Настей, как игра, вот. В какой-то момент Настя сказала, все, я как бы выхожу, да, для меня это было бум-бум, но я такой, типа, не могу закончить, но в другое время с другой стороны, мне потерялся партнер, я очень хочу довести это до конца, что делать. Тут появилась Юля, такая, давай, типа, я тебе подмогну, ба-ба-бах, вставила, дала мне опять энергии довести это до там открытия. Дальше появилась там моя жена, которая типа сначала девушка, потом ставшая женой, которая давай, и тоже меня поддерживала. Вот. Так что вот это было мое желание довести эту штуку до конца, и поддерживали меня в нем разные. Вот. Это, не команда, но это как бы элемент, без которого это ничего не существовало. Если вы думаете, что вы что-то серьезное, крутое можете без женщин сделать, по моему опыту вряд ли. В голове у меня миллион разных штук, которыми было бы очень интересно заняться и хочется заняться. Какая из них сработает или будет ли это что-то новое, я не знаю. Вот. Я как вот стратегически сильно не просчитываю, потому что понимаю, что немножечко жизнь ведет, да, и какие-то штуки нужно, в общем, нужно откликаться. Для меня жизнь — это разговор. Не то, что я все время говорю, я хочу так, вот так, вот так, вот так. Я такой, я хочу, а она мне такая, бла-бла, да, бла-бла. И вот как бы в этом разговоре что-то и рождается. Это намного красивее, чем рисовать все только своим воображением, потому что оно ограничено тобой, а воображение жизни ничем не ограничено. Вот, например, костюм, да, костюмы ношу, сам пошил. Очень интересно для мужчин одежду поделать, потому что чувствую в этом нехватку какую-то. Есть вот это, очень хочется с землей что-то поделать.
всякие такие. Костюмы ты имеешь в виду, что нашел какую-то мастерскую, показал им, как именно ты хочешь, чтобы выглядела одежда, да, и вот сделал какую-то коллекцию или что? Мгм. Да, ну, нашел ткани, забрал, придумал модели, нашел мастерскую, произвел тестовые образцы. Вот, но пока чуть-чуть в каком-то моменте заморозилось, но в принципе вот в этой точке на самом деле стратегически у меня уже все готово. Типа я знаю, как будет выглядеть вся коллекция, как это все продавать, распространять и так далее. Но здесь пока сейчас заморозка произошла. Не знаю, буду я двигаться дальше в этом направлении или нет. Посмотрим. Очуметь. Ну, в общем, ребята, кроме того, что если вы хотите готовый бизнес, я чувствую за идеями тоже к Валентину. Приезжайте, в общем, тут все готово. Если вы встретите на тропе художников Валентина, схватайтесь за него, вот, и просто не отпускайте, пока он не расскажет вам все бизнес-идеи, вот, и не скажет, что да, я готов с вами работать, и получится хороший бизнес. Валентин, спасибо тебе большое за интервью, это было реально классно, это было просто как-то, я не знаю, просветляюще и очень сильно вдохновляюще. Вот, я надеюсь, что вам, ребята, очень понравилось, как и понравилось мне искренне. Вот, так что, ну что, приезжайте на Бали, ничего не бойтесь, и будет вам бизнес. Ну все, пока-пока.